Привет, друзья! В середине марта я сделал у себя в Патреоне публикацию по усилителю воспроизведения с правильной охлажденкой, где я модифицировал свой усилитель воспроизведения, популярный в конце 80-х годов прошлого столетия, модифицировал новым схемным решением охлажденки. В результате снижен шип, вот здесь вот видно. Красненьким это типовый усилитель воспроизведения, а зелененьким это спектральная плотность усилителя воспроизведения с охлажденкой. Как вы видите, на высоких частотах спектральная плотность шумов в 2 с лишним раза ниже, чем в типовом усилителе воспроизведения. Вполне естественно, что эта моя статья вызвала интерес любителей магнитной записи. Было много отзывов. Но самое интересное, что один из моих патронов, Геннадий, буквально через пару дней выдал свой вариант этой схемы, где сделал он несколько изменений, улучшений. Причем он сделал это не умозрительно, а в моем любимом схемном симуляторе Microcap 12. Это очень здорово, что есть у меня люди в патронах, которые также свободно владеют микрокапом 12, как и я. Поэтому вполне естественно, мне работа Геннадия очень понравилась. Я отметил, что очень достойная разработка. Вот. Но беглый взгляд обнаружил, это мой беглый взгляд, обнаружил в схеме Геннадия парочку очень неприятных ошибок схемных, которые практически ставят крест на том, чего он придумал. И я 18 марта, буквально через 4 дня, сделал еще одну публикацию, где спросил, кто найдет неявную схемную ложку дегтя усилители воспроизведения 21 века в модификации Геннадия. Я задал такой вопрос в надежде, что через недельку, 2-3 наше общество схемное найдет эти ошибочки. Вот. Но получилось следующим образом. Сам Геннадий нашел одну из ошибок. Он обнаружил, что схема неустойчива из-за интегратора, который он применил для установки нуля на выходе. Он, видите, высококлассный специалист по микрокапу, он использует даже менюшку Stability, то есть менюшка определения оценки устойчивости схемы по Гадогу фон Айквиста. Это высший класс владения микрокапом 12. Но, к сожалению, тот более важный недостаток схемный, который я имел в виду, так никто за целый месяц и не нашел. Поэтому я вот в этом мастер-классе дам уже свою, как говорится, оценку этого недостатка, потому что я 3 года назад об этом уже говорил когда-то. Но, ребята, вы забыли. Итак, о чем идет речь? Вот микрокапов файл схемы Геннадия. Вернее, моей схемы, которая добавлена разными элементами в вариации Геннадия. Мы будем рассматривать ядро этой схемы. Ядром схемы является вот входной каскад, вот эта головка воспроизведения, вот это входной каскад на биполярнике малошумящем с операционником в общей обратной связи. Это интегратор, который Геннадий ввел для установки нуля на выходе. Вот этот FBDC на самом деле вот сюда подключен и заменяет мой резистор R76. У меня в схеме эти функции установки
установки режима вот этого транзистора по постоянному напряжению и нулей на выходе операционника выполнял вот этот вот резистор. Но Геннадий сделал более современное решение на интеграторе с компаратором. Значит, но самое важное это то, что Геннадий предложил заменить схему моего варианта охлажденки. Он у меня сделан вот на этом каскаде, видите, X23. Вот это выход основного операционника, вот он тут. Out S это основной операционник основного канала. Из выхода основного операционника вот через такую обратно корректирующую АЧХу усилителя воспроизведения цепочечку, через вот такой вот значит, операционничек я формирую через вот этот резистор R36 то, что называется охлажденкой. Охлажденка это искусственный такой схемотехнический способ уменьшения тепловых шумов вот этого входного резистора типового, который стоит параллельно входу усилителя воспроизведения. Обычно его номинал 51 кОм, но если вы просчитаете по формуле Найквиста корень квадратный из 4 КТ разделить на R, то увидите, что шумовой ток, который генерирует этот резистор, проходя через внутреннее сопротивление головки воспроизведения, создает такое шумовое напряжение, которое превышает шумовое напряжение, создаваемое современными биполярными входными транзисторами. Для того, чтобы уменьшить этот ток шумовой и снизить общие шумы усилителя воспроизведения, в 2003 году Марсель Ван де Живель придумал применение охлажденки. Что это такое? Это, в принципе, известно еще с конца 30-х годов прошлого столетия способ такой снижения тепловых шумов резистора входного путем увеличения его сопротивления. Скажем, вот здесь, вот видите, 51 кОм я заменил на 5,1 мегом, увеличил в 100 раз резистор входной. При этом шумовой ток этого резистора уменьшился в корень из 100 раз, то есть в 10 раз. Шумовой ток резистора обратно пропорционален корню квадратному из его сопротивления. Значит, тут было 51 кОм, здесь я применил в 100 раз больше и в корень из 100 раз, то есть в 10 раз уменьшил шумовой ток тепловой. Ну, формулу Найквиста погуглите. Корень квадратный из 4 КТ разделить на КТ дельта F разделить на R. R у меня увеличилось в 100 раз, под корнем 100 раз, это в 10 раз уменьшилось. Таким образом уменьшается шумовое напряжение, которое генерируется этим резистором на головке воспроизведения. Но для того, чтобы не увеличить добротность входного контура, вот этого конденсатора с этим резистором, необходимо сделать так, чтобы для головки шунтирующее действие вот этого резистора оставалось таким же, как и до его увеличения. Для этого в схемотехнике охлажденки вот этот вот второй конец этого резистора подключается не на землю, как в типовом включении, а подается здесь проинвертированный сигнал и увеличенный в 100 раз. Проинвертированный и увеличенный в 100 раз сигнал. Я увеличил в 100 раз сопротивление резистора, но увеличил с этого конца его потенциал в 100 раз при еще проинвертированном. В результате, согласно закону Ома, входной ток вот по этой вот линии абсолютно эквивалентен входному току вот по этой линии. То есть для головки шунтирующее действие этого резистора на добротность входного контура, состоящего из индуктивности головки и емкости вот этого конденсатора, не изменяется. То есть добротность не изменилась, подъемчик пик не изменился, а шумовые
характеристики улучшились в 10 раз. Вот, значит, принцип действия охлажденки. Значит, ну это в моем варианте сигнал охлажденки формируется сначала основным каналом усилителя воспроизведения, потом я его отсюда засовываю вот сюда на вход моей охлажденки, инвертирую АЧХу, которую формирует вот эта вот цепочка обратной связи основного канала усилителя воспроизведения, и засовываю вместо земляного конца. Неприятность тут какая у меня вроде бы как возникает. Во-первых, значит, частотно-зависимые элементы есть. Вот надо же вот этой вот цепочечкой сформировать АЧХу, обратную АЧХе усилителя воспроизведения. Делается это для того, чтобы фаза вот этого тока, который я сюда втыкаю, вот фаза вот этого тока, вот фаза тока, который я подаю, ну или вернее фаза напряжения, которую я сюда подаю вместо Земли, и значит, она должна совпадать с фазой входного напряжения, иначе сдвиг по фазе между точечками здесь снизу и сверху будет вызывать появление индуктивной составляющей или емкостной составляющей эквивалентного сопротивления этого резистора. Для того, чтобы резистор выглядел резистором, у меня ток должен полностью совпадать с напряжением на этом резисторе. Для этого фаза напряжения, которая вот здесь вот я формирую, должна точно совпадать с фазой входного напряжения вот здесь. Для этого я в своей схеме АЧХу и ФЧХу основного канала усилителя воспроизведения инвертирую вот этими вот резистивно-емкостными цепочечками, которые обратны резистивно-емкостной цепочечке основной обратной связи основного канала усилителя воспроизведения. Это, конечно, у меня усложняет схему, потому что приходится добавлять вон конденсатор и резистор вот этот и переключать. Кроме того, при изменении коррекции с 70 до 120 микросекунд, то есть с хромовой ленты на ферм 2O3, мне приходится переключать и дополнительный резистор. Вот. Значит, Геннадий сделал схему свою немножко иначе. Он сделал примерно как было у Марселя Ван де Живеля и у других повторителей охлажденки более ранних. Он просто берет входной сигнал, вот этот входной сигнал, который на эмиттере транзистора повторяет напряжение переменное, которое имеется на базе, и это напряжение просто усиляет в 100 раз инвертирующим усилителем на операционнике, на вот этом вот. То есть вместо того, чтобы пропускать сигнал через усилитель воспроизведения основной, потом его компенсировать и засовывать вот сюда, он просто берет сигнальчик входной и, мягко говоря, проинвертировав его, это операционный усилитель в инвертирующем включении. Вот он усиляет этот сигнальчик в 100 раз. 200 Ом, 20 кОм. 20 кОм разделить на 200 Ом, это коэффициент усиления 100. То есть фактически вот здесь, вот в этой точечке, Геннадий формирует тоже проинвертированное входное напряжение, усиленное в 100 раз. У меня тут тоже формируется проинвертированное входное напряжение, усиленное в 100 раз. Но у меня схема сложнее, и моя схема требует переключения коррекции в соответствии с переключением коррекции, которые имеются в основном канале усилителя воспроизведения. А в связи с тем, что у Геннадия дополнительный канал охлажденки не подвязан под основной канал усилителя воспроизведения, он обошелся, ему удается в такой схемотехнике обойтись без дополнительного вот этого вот переключения коммутации постоянных времени 120 и 70 микросекунд. Вот такое. Но хорошее на этом кончается, ребята. К сожалению, Геннадий вот этой вот своей частью
как раз повторил ошибочку, о которой я предупреждал 3 года назад, когда критиковал Вадика Авхимовича и его сотоварища в своем видео. Кстати, сотоварищ — это Виктор Жуковский, известный вам. Это именно он в 2010-2011 году публиковал у меня в Радиохобби варианты ОМЗЧ высокой верности 2010 2010 года и 2011. То есть они тоже достаточно подкованные вроде ребята должны быть. Тем не менее, я в 3 сериях в 2000, сколько там, 3 года назад или даже 4, я разбомбил их вариант охлажденки, потому что у меня даже было такое название: обещали охлажденку, а подсунули гератор. Помните такое? Ссылка вот сейчас будет вверху, где-то появится, я дам в ютубике ссылку, чтобы вы посмотрели то кино мое, в котором, значит... оно у меня тут сейчас есть. Я сейчас даже, кроме, собственно, ссылки, я потом покажу и то кино, часть того кино. Давайте пока разберемся с микрокапом. В чем проблема вот такого применения охлажденки? То есть Геннадий использовал просто операционник с коэффициентом усиления 100 для формирования вот этого сигнальчика вместо земляного для охлажденки. Почему это плохо? Давайте спрашивать у микрокапа. Для микрокапа заходим в меню «Анализ», AC, и тут я делаю степпинг резистора R36. Что это такое за резистор R36? Смотрите, вот он. Я делаю степпинг резистора вот этой вот охлажденки. Если я изменяю сопротивление этого резистора, у меня должны пропорционально изменяться и эквивалентное сопротивление, только сопротивление, не индуктивность и не емкость. То есть изменил резистор, и у меня должна измениться добротность входного контура. Только добротность, не частота настройки его. А давайте посмотрим, что будет вот в варианте охлажденки Геннадия. Вот это сейчас вот этот вот switch 15 у меня стоит в положении охлажденки по схеме Геннадия. И я сделаю степпинг вот этого резистора. И мы посмотрим, что происходит. Analysis, AC, stepping, R36. Step it, yes. Степпинг будет от 2,5 до 10 мегом. Окей. Теперь смотрим AC. Run. Опа! Смотрите-ка, что у нас получилось. Видите? При R36 10 мегом у меня вот такая резонансная частота. А если я уменьшаю сопротивление этого резистора, что резонансная частота делается? Увеличивается. Видите? Если R36 2,5 мегома, то есть я в 4 раза уменьшил сопротивление резистора, почему-то у меня частота поехала вниз, резонансная. Вон она где. Была вот такая, сколько там, 50 килогерц. А уехала она, вон аж куда, на 77 килогерц, на 78 килогерц. Это значит, что при изменении, при уменьшении, то есть сопротивление резистора R36, у меня увеличивается резонансная частота. А я изменяю резистор, а не емкость и не индуктивность. Понимаете? То есть в схеме Геннадия вот этот резистор выглядит уже не как резистор, а как резистор и параллельно ему включенная индуктивность. То есть Геннадий тоже наступил на те же самые грабли, что и 3 года назад Вадик Авхимович вместе с Жуковским. Обещали охлажденку, а подсунули гератор. Смотрим. Еще раз. Жик. Видите?
А сейчас посмотрим, если я сейчас быстренько найду. Ага, вот оно. Вот это моя старая видео 3-летней давности. 3-я серия моей там трилогии Microcap 12 против Даннингов-Крюгеров. 3-я серия. Смотрите. Ну, тот, который Ваня считает, то есть этот Авхима считает, что это у него охлажденка. Да и Витя тоже так же считает. Давайте смотреть. Степпинг PR3. О, смешно? Тот же самый результат. Мне тоже. Видите? Вот так. Геннадия получилось, к сожалению, то же самое. Почему это происходит, ребята? Смотрите, что происходит. Вот этот операционник стоит в режиме усиления на 100. 20 килоом разделить на 200. Это 100. Сотня. На 20 килогерцах у меня, ну, верхняя частота звукового диапазона, у меня требуется усиление 100. Это значит, что требования по высокочастотности к вот этому операционнику очень высокие. Причем выше требования по FCH, чем требования по ACH. Если по ACH можно закрыть глаза на то, что он не точно в 100 раз увеличит значит, сигнал, то по FCH, если в FCH у меня будет запаздывание по фазе градусов на 10, то у меня вот этот вот резистор будет уже не просто резистором, а резистором и параллельно подключенной индуктивности. То есть то, что мы и наблюдаем. Вот эти две индуктивности, как бы вот эта индуктивность этого резистора параллельно индуктивности головки включается, и они вместе увеличивают резонансную частоту. Это очень плохо, ребята. Почему плохо? Потому что во-первых, вы видели, что АЧХ далеко отличается от той, которую мы ожидаем. Вот. И во-вторых, возникают фазовые искажения, которые мы не контролируем никак. Хорошо, давайте теперь переключим вот этим вот переключателем схему в вариант охлаждения Николая Сухова. Вон переключили. И ничего не трогая, с тем же самым степпингом, посмотрим результат. Степпинг сохраняется PR36. Вот. И смотрим результат. А в результате Сухова, смотрите. Резонансная частота как была на частоте 43 кГц, так при изменении резистора R36 она и остается. Она не увеличивается. Вот. Видите? Вот чем отличается моя схема от схемы, предложенной Геннадием. Чтобы вы убедились, что моя схема работает просто как идеальный резистор, сейчас мы сделаем вот что. Смотрите. Я отключаю вот эту вот часть схемы путем удаления, путем отключения вот этого резистора. False. Этого резистора нет. Я включу вот этот вот резистор, который у меня true. Сейчас у меня резистор R2 51 кОм. Давайте сделаем теперь те же самые манипуляции. Этот резистор уже вынут из схемы, его как бы нету. Все вот этой вот схемы охлажденки нету. Есть вместо охлажденки вот этот резистор, который шумит сильнее, но на АЧХу, сейчас посмотрим, как он влияет на АЧХу, как влияет на АЧХу степпинг реального резистора. Для этого заходим в IC, заходим в степпинг, и в степпинге делаем степпинг резистора R2. Где тут у нас R2? Вот он у нас R2. Делаем степпинг резистора R2. Step it, OK, AC, Run. Видите? Точно так же, как у меня в моей охлажденке. То есть резонансная частота при уменьшении резистора не изменяется. Вот. Вот в чем проблема была.
То есть придется на схеме Геннадия поставить крест. Вот так. Вот такой у нас сегодня мастер-класс. Все, ребята, наверное, на сегодня все. Спасибо за внимание.